Всем привет! Это одно из серий видео про покупку своего жилья в Польше. Мы живем в Польше уже 4 года и наконец-то решились купить свое жилье. Жилье мы уже выбрали его быстро, буквально за один день. И в прошлых видео я показывала, какие варианты мы смотрели до того, как купили свое жилье, а посмотрели мы, к слову, всего лишь 2 варианта. И показывала обзор нашего жилья, которое мы выбрали себе для покупки. В прошлом видео, где я показывала обзор дома, который мы выбрали себе для покупки, очень много было вопросов разных, и я решила в этом видео ответить на все ваши вопросы, которые вы оставляли мне в комментариях под видео, и также рассказать, нюансы по поводу нашего дома. Расскажу вообще, какой у нас кейс. У нас не самый простой кейс для ипотеки. В общем, все вы увидите и узнаете в этом видео. Кому тема ипотеки, покупки своего жилья в Польше актуальна, то подписывайтесь на мой YouTube-канал, будет дальше выходить серия видео, вы увидите весь процесс от начала и до конца, какие-то узнаете для себя нюансы, а также можете подписываться на мой Instagram, там я создала отдельно актуальный кружочек «Покупка дома», тоже сможете много полезного оттуда узнать. Итак, я выписала вопросы, которые вы задавали под видео прошлым. Но прежде чем я буду на них отвечать, я расскажу буквально коротко про наш кейс, с которым мы будем, так сказать, поддаваться на ипотеку, потому что у всех ситуации разные. Расскажу про нашу. У нас не самая простая ситуация. Итак, получается, у нас семья состоит из 5 человек. Я, муж и 3 детей. Муж работает дальнобойщиком. Я официально не работаю, поэтому доход для ипотеки может учитываться только мужем. И это не очень такая легкая ситуация, учитывая еще, что профессия дальнобойщик. Дальнобойщикам тоже не всегда одабривают, то есть там есть свои нюансы. Я думаю, если кто-то из вас дальнобойщик, то в курсе, о чем я говорю. И учитывая, что еще 3 детей, семья большая, поэтому вот такой вот у нас кейс. Доход считается только мужем. Поэтому, исходя из этого, мы, естественно, связывались с Дорацией, общались, он нам просчитывал, на какую сумму мы можем подаваться в банк. И, конечно же, мы выбирали себе жилье, дом примерно на такую сумму, на которую мы можем рассчитывать. Поэтому дом, который мы выбрали, который вы можете посмотреть обзор его в прошлом видео, стоит столько, насколько мы можем подаваться, по сути, там плюс-минус. Поэтому, надеюсь, у нас все получится. Еще также по комментариям я поняла, что многих интересовало тот обзор, который я снимала, это в таком состоянии сдается дом, на самом деле нет. Дальше детально я на вопросы еще отвечу конкретно. Но сейчас просто хотела приложить фотографии, так как в прошлом видео у меня вылетело с головы, я просто забыла об этом. Приложу фотографии, как дом будет внешне выглядеть, когда его нам будут сдавать. Я думаю, тоже вам будет интересно, покажу с разных ракурсов. Можете тут посмотреть. К сожалению, видео нет, только фото, но я думаю, по фото и так понятно, что симпатичный дом, совсем не в том состоянии, как он выглядит сейчас. Мне хочется увидеть вживую уже наконец-то, как это все будет выглядеть. Ну а теперь перейдем дальше к вашим вопросам. Итак, приступаю к вопросам. Значит, первый вопрос. Условия нашего договора. Смотрите, тот дом, который мы выбрали, это шероговец считается, то есть когда сосед есть слева и справа. То есть близняк — это когда сосед только с одной стороны, шероговец — когда с обеих сторон соседи. Так сказать, квартира на земле. И шероговец, который мы выбрали, там всего 18 квартир. То есть 9 домов, в каждом доме могут жить 2 квартиры, 2 семьи, соответственно 18 квартир. Шероговец, наш дом, находится в городе Лешно. По договору, который мы заключаем с застройщиком, они должны эту квартиру
этот дом, вообще полностью, в принципе, все эти дома, все 18 квартир построить до 30 июня 2026 года. То есть это следующий год уже, лето следующего года. А переписать дом на себя мы должны не позднее 30 июля 2026 года. То есть у нас впереди еще очень много времени, и это очень классно, потому что не все идут, да, на такие уступки, вообще не все застройщики имеют такие условия. Это очень здорово. Во Вроцлаве, например, никто бы точно согласия такое не дал, и нужно было бы моментально все делать. Смотрите, дальше, какое состояние у нас сейчас, то есть на каком мы этапе. Нам нужно было забронировать, зарезервировать этот дом, который мы вот выбрали. Резервация 1% от стоимости дома. В нашем случае получается 5000 злотых выходит резервация. Это все, слава богу, делается онлайн. Нам выслали умову, мы ее подписали, отсканировали, отправили на почту в ответ и перевели средства. Все. И на этом резервация закончена. Все очень легко, в принципе, и быстро. Я даже снимала кусочек видео, когда закидывала деньги на карту, так как дом, ипотеку будет брать Влад на себя, соответственно, резервация тоже должна быть записана на Влада, договор, и оплачивать резервацию тоже надо с его карты, поэтому я специально ездила, пополняла его карту злотами, чтобы забронировать жилье. Сижу, короче, я в прихожей возле принтера, распечатала договор резервации, и сейчас нужно выбрать домик, и мы не можем определиться. Получается, здесь вот голубым это занято, зеленое свободное. И вот думаем что-то вот посерединке взять. И здесь получается, либо заходим, и кухня справа, вот это окно от кухни сюда выходит, либо заходим, и кухня слева. Вот. Слева либо справа брать кухню. Соответственно, если кухня справа, лестница на второй этаж слева, у левой стенки в зале. Если кухня слева, лестница на второй этаж будет у правой стенки в зале. Вот, не можем определиться. Но примерно где-то в серединке, наверное, будем брать. Я приехала пополнить карточку Влада денежкой, потому что так как ипотеку брать Влад будет на себя, то, соответственно, и бронь за дом, который мы выбрали, тоже должна быть как бы на него. И договор подписан на него, и оплата брони тоже с его карты. Поэтому я приехала пополнить его карту, и сегодня буду отправлять деньги за бронь, так что я думаю, что сегодня можно будет уже отмечать бронирование нашего дома. Надеюсь, будущего нашего дома. Адюша уснула. Еще Адюша приболела. У нее ухо воспалилось. Короче, прописали ей антибиотики. Сейчас все на кучу просто. И Ади заболела. И сейчас вот по дому, да, вопросы какие-то надо решать. И я меняю группу по польскому, которой я прохожу обучение польского. И у меня ученики учатся по таргету, тоже надо давать обратную связь. И все так на кучу. В общем, времени вообще практически сейчас свободного особо нет. Я просто вечером валюсь. И все. И просто моя голова прикладывается к подушке, и я сразу засыпаю. Так что еще чуть-чуть, и приедет Влад, и мы с ним отправимся в небольшое путешествие. Я как-то в видео это говорила, в прошлых видео. Ну, это не путешествие, это, так сказать, мини-наш отпуск без детей. Прогуляемся с ним, отдохнем. Тоже будет интересно, пока не буду говорить, куда мы едем. Это будет немножечко позже, вы узнаете. Ладно, пошли в Кантор. Будем будить Адриану. Что делать? Я коляску не взяла. Придется ее будить сейчас. Дюшка, Буськин, просыпайся. Пойдем с мамой в магазин? Пойдешь? Заодно лекарство еще надо зайти купить тебе. Пойдем, зайка? Пойдешь с мамой в магазин? Пойдешь? Ослик, пойдешь?
Да, да, пойду. Давай расстегнемся. Книжка твоя? Вот она. Это Адриана, тут в бедронке собираешь наклейки, вот такие вот, и получаешь игрушку. Вот детки собрали, так что нам еще надо в бедронку поехать, отдать книжечку, чтобы Адриане дали игрушечку, да? Смотрите, зашла поменять деньги в Кантор, а тут все строительное. Надеюсь, когда-то нас эти приятные хлопоты будут ждать. Двери, видите, по 400-500 злотых. Нормально. Ну что, Влад уже перевел бронь за наш дом. Вот даже вам покажу. Видите, вот он мне написал, скинул даже чек. Все готово. Наш первый взнос в наш долгожданный домик. Осталось только подписать умову. Я сегодня подписываю договор, отправляю, делаю... Господи, вот, вспомнила это слово. Делаю сканер, отправляю, и все. И на этом готово. И дальше пошагово буду рассказывать, что мы будем делать. Еще один момент по поводу резервации дома. Если мы до 30 июля не успеваем переписать на себя дом, или, к примеру, ипотеку нам не одобрил банк, да, то вот эти 5000 злотых бронь, она невозвратная. Это, конечно, минус, но 5000 злотых это не такая большая сумма, потому что, например, те два варианта, которые мы смотрели до этого дома, рассматривали, там резервация была 20 тысяч злотых. И уже потерять 20 тысяч злотых было бы намного обиднее. По договору, если девелопер опаздывает и сдаст нам дом позже 30 июня, построится он позже, то тогда он должен выплатить двойной размер вот этой брони, которую мы платили, то есть 10 тысяч злотых. Итак, следующий вопрос. Входит ли в цену утепление дома? Да, утепление дома входит в цену. Получается, что пенополистиролом утеплены стены 20 сантиметров. Утепление поддаша, то есть вот этот, так сказать, третий этаж, да, под крышей, который находится, там потолок вот этот утеплен 30 сантиметров минватой. Крыша не утеплена. Крышу, не знаю, будем ли мы утеплять сами или нет, но, насколько я знаю, мало кто утепляет крышу, потому что все тепло, да, уходит наверх, и, ну, в принципе, можно не утеплять, и так нормально. Следующий вопрос. Чем будет топиться дом? Газовый котел, электрокотел или помпа тепла? В Польше есть такое понятие, как помпа тепла. В нашем доме, который мы выбрали, будет помпа тепла. Поэтому топить будет дешевле, нежели если бы это было электричеством, да, или, скорее всего, даже если бы был газовый котел, помпой тепла выходит дешевле. Дальше. Есть ли центральная канализация? Да, все проведено. Канализация, вода, электричество, все в доме есть, и это очень классно, потому что дом, который мы смотрели до этого как вариант, там канализации, например, не было. Обещали провести в ближайшее время, но когда это будет в ближайшее время, тоже неизвестно. Поэтому, ну и, конечно же, это было бы уже, да, за наши деньги. Поэтому здесь это плюс. Следующий вопрос. Есть ли выходы под солнечные панели на крышу? Нет. У нас нет выходов, это, не помню сейчас точно, как называется это слово. Выходов нет. Конечно, это, наверное, минус, потому что, например, если бы была электромашина, можно было бы ее дешево, да, заряжать. Вот. В нашем случае, к сожалению, установить нельзя. Не знаю, вообще можно как-то самостоятельно провести эти выходы? Вот напишите в комментариях, будет интересно почитать. Но готовый вариант, который нам дают на продажу, это не предусмотрено. Дальше. Задавали вопрос в комментариях, будет ли на чердаке пол. Нет, на чердаке пола не будет. Видео, которое я снимала, да, обзор дома, там как бы вообще сейчас ничего нет, но будет потолок. То есть потолок все они сделают на втором этаже.
Но ходить на 3-й этаж, подняться и ходить там спокойно не получится. То есть только можно по вот этим вот балкам, которые установлены. А если хочется спокойно ходить, то просто нужно будет этот пол положить, и это будет стоить 5000 злотых. Они же могут сделать, эти строители, то есть через девелопера. И мы, скорее всего, будем это делать. Мы хотим, чтобы 3-й этаж был у нас функциональный, да, я не знаю, что там мы будем делать. Возможно, это просто будет место, где будут храниться какие-то вещи, да, там та же елка, новогодние игрушки и так далее. Такое место для складирования ненужных вещей, или которыми редко пользуемся. Поэтому хотелось бы, чтобы там можно было полноценно ходить, а не ступать только по балкам. Поэтому будем, скорее всего, мы делать еще дополнительно, брать услугу, чтобы нам сделали вот этот пол. Далее спрашивали, будет ли сделана терраса и уложена плитка со входа и будет ли входить в цену. Спереди дома будет положена плитка, да. Сейчас там все перерыто, естественно, все в таком не очень красивом состоянии, но, конечно же, плитка будет уложена спереди. Перед домом будет 2 паркоместа. Сзади, где огрудок, там тоже будет все огорожено таким заборчиком. И терраса будет тоже уложена плиткой. Это очень здорово, потому что тоже знаю, не все укладывают плитку. Вот, например, тоже предыдущий дом, который мы смотрели, там плитку сзади дома не ложили. Вот, сказали, все за свои средства. Кто-то просто газон ложит без террасы, без плитки. А мы хотели бы террасу, чтобы можно было поставить там стол, да, диванчики и, так сказать, чилить на солнышке. Так что да, все это входит в стоимость, все это будет сделано. Следующий вопрос. Сколько камерные окна у нас? Получается, у нас будут 5-камерные окна, 3 стекла. Окна будут с внутренними подоконниками и с внешними, то есть все это входит в стоимость. Также на окнах всех будут установлены такие ролеты. В зале, где большое окно в пол, там будут электрические ролеты, а все остальные будут такие ручные. И также плюс в том, что во всем доме будут установлены розетки, выключатели, то есть все это тоже входит в стоимость. Не все устанавливают, то есть выводы просто есть, да, обычно. А сами вот эти вот пластиковые штуки, их нет. Как ни странно, кажется, что там они, наверное, копейки стоят. На самом деле нет. Если поставить там выключатели, розетки по всему дому, то это выходит нормальная такая сумма. Слышала, что выходит около 3000 злотых. Не знаю, насколько это правда, конечно. Вот тоже напишите в комментариях, кто ставил у себя, например, дома, сколько это вышло. Следующий вопрос. Чем будет покрыта крыша? Крыша черепица, то есть у нас не будет тарабанить дождь, не будет слышно, крыша хорошая, так что все будет тихо. Следующий вопрос. Сколько метров огрудок? Огрудок 200 метров. Так как в нашем Шароговце 9 домов, 2 квартиры, 18 квартир. У 2 квартир огрудок чуть-чуть больше. Там, по-моему, одна квартира 220 огрудок, у другой квартиры, не помню точно, около 300. А все остальные по 200 метров. Поэтому вот мы входим в число, у которых огрудок 200 метров. Это, кстати, достаточно большой огрудок, потому что есть огрудки и поменьше, есть и по 150 метров, и по 100 метров, так что это считается довольно-таки большой огрудок. Следующий вопрос. Есть ли чинш или дополнительные оплаты, кроме счетчиков? Нет, мы оплачиваем только счетчики, никаких чиншев нет. Есть ли в доме теплые полы? Теплые полы, да, во всем доме, как на 1-м этаже, так и на 2-м этаже. Везде проложены теплые полы. Ну что, мои дорогие, я, в принципе, ответила на все вопросы, которые вы задавали в комментариях. Если у вас будут еще какие-то вопросы, задавайте. Обязательно отвечу в каком-то следующем видео. Хочется, знаете, так как мы сейчас находимся на этом процессе, и ищем информацию везде, которой не так уж и много. И в Ютубе никто вот так вот все не рассказывает, а просто вот по факту, да, мы купили жилье. То хочется вот весь процесс показать, рассказать. И я не знаю, в итоге у нас будет позитивный результат или негативный, да.
одобрят или нет, но надеюсь, конечно, что одобрят. Но все равно вам показываю вот все как есть, такой как мини-сериал. Поэтому если вам интересно такое смотреть и интересно просто, может быть, узнать, что у нас в итоге получится или не получится, а потом дальше нас, возможно, будет ждать ремонт и все вот эти вот хлопоты, то подписывайтесь на мой канал. Я буду очень рада. И смотрите плейлист закрепленный. До новых встреч. Всем пока-пока.